Глава 17. То ли девушка, то ли видение. Мой путь лежал к храму, который я разглядел в центре пятна. Что это за храм, Дорот не знала, а вот трактирщик Вец немного просветил меня насчет него. Во времена освоения этого края появились некие люди с нездешней внешностью. Что это за люди, откуда и из какой страны, никто не знал. Знали лишь то, что они купили в этом герцогстве землю и начали возводить что-то наподобие храма. На постройку храма никого из здешних жителей не нанимали, строили сами. Как построили, тоже никого из местных за порог не пускали, кроме представителей закона, разумеется. Ничего открыто не проповедовали, никого не пытались обратить в какую-нибудь религию. В общем, приехали, построили храм и тишина, не видать их и не слыхать. Хоть проблем окружающим они как бы и не создают и живут отшельниками, вдали от местных поселков, местные все равно относятся к ним с опаской и подозрением. Вооруженный грамотой герцога, в которой по его распоряжению каждый житель и вассал его земель был обязан предоставить мне кров и еду, а также беспрекословно исполнять распоряжения предъявителя этой грамоты, то есть мои, уверенно поднялся по храмовой лестнице и уперся в закрытые деревянные ворота. Резчик по дереву явно был мастером своего дела. Экспозиция, развернувшаяся у меня перед глазами, и замысловатые узоры не оставили меня равнодушным. Уставившись на ворота, начал их разглядывать. Возле меня негромко кашлянули. Повернув голову в сторону, откуда раздался кашель, увидел невысокого худощавого мужчину средних лет. Мужчина был одет в легкую накидку. В руках у него была палка. За спину была перекинута веревка, на которой висел бобер, который, скорее всего, заимел близкое знакомство с этой палкой. Палки наносят ответный удар. Смотреть без СМС и регистрации. «Вы кто?» – поинтересовался он. «И с какой целью?» «Здрасте, я от герцога», – ответил ему, протягивая грамоту. «И чем мы можем помочь его сиятельству? Зачем вы здесь?» Его холодным тоном можно было всю пустыню днем заморозить. «Я с инспекцией. В окрестностях резко сократилась популяция бобров. Вот ищем причину сего инцидента. Вы случаем не в курсе происходящего?» Могу поспорить, если бы не грамота, меня тоже попытались бы познакомить с этой палкой. Мы уставились друг на друга. Впрочем, наши гляделки долго не продолжались. Ворота храма начали раскрываться. За ними оказалась толпа людей, вооруженная такими же палками, но без бобров за спинами. Выхватив меч и прикрывшись грамотой вместо щита, я проорал: «Я от герцога Клантона. Он знает, куда я поехал. Отведите меня к вашему главному». «Положи свой меч», – раздался голос из толпы. «Вот еще, даже не подумаю. Уберите свои палки, и тогда уберу меч. Но класть и отдавать его никуда и никому не буду». «И что же нужно от нас герцогу?» – задал вопрос старик, вылезший из толпы. «Ищем один предмет государственной важности». «Что это за предмет? Из чего герцог решил, что у нас что-то такое есть?» «Не могу раскрыть всей информации, а определить, есть ли это у вас или нет, для этого и послан». «Ничего не понятно, но если вы от герцога, мы законопослушные жители, и нам не нужны проблемы». «Вполне вам верю, но все-таки могу переговорить с вашим настоятелем. Или кто тут у вас за главного?» «Волей богини Ехны на меня возложена обязанность оберегать и направлять ее паству», – сказал тот старик. «Может, тогда в более уединенной обстановке переговорим?» «Идемте», – коротко обронил глава общины. «Очень прискорбно, что наше общение началось весьма неоднозначно. Мы всегда шли навстречу людям герцога». Я лишь согласно кивнул, сидя в удобном кресле в кабинете настоятеля храма. Или кто там он у них. «Итак, что от нас требуется?» – поинтересовался старик. «Не могли бы вы для начала мне все тут показать?» «Да, конечно, если нужно. Вы с дороги, давайте вам приготовят поесть», – предложил престарелый глава общины. «Спасибо, не стоит. Дела превыше всего. Быстрее сделаю, быстрее покину это место и не буду вам докучать». «Как знаете». Старик вышел за дверь и позвал кого-то и о чем-то с ним переговорил. «Сейчас придет наша ведунья.
Она вам все покажет и ответит на все интересующие вас вопросы. Может, все-таки хотя бы чаю?» Я опять отклонил его предложение. Опасался, как бы в еду или напитки чего не подсыпали. Вскоре появилась ведунья, симпатичная женщина лет 30. Ну, по крайней мере, она выглядела около 30. Очень пристально посмотрела на меня. «Инга», – представилась ведунья, – «если вы готовы, то могу вам все здесь показать». Хотелось ответить, что для такой симпатичной женщины я всегда готов, но не знал здешних порядков и как тут воспримут небольшой комплимент. Хватило шутки и про бобров. «Да, готов. Мы здесь все уже обговорили. Тогда идемте». Встав с кресла и пропустив вперед ведунью, я вышел из кабинета настоятеля храма. «Так что вас интересует?» – задала вопрос ведунья Инга, когда мы шли по широкому коридору. Люди, которые нам попадались по пути, торопливо и несмотря на нас, быстрой походкой проходили мимо. Я посмотрел на компас, на стрелку и ее направление. Хрусталик был практически темно-синего цвета. Артефакт явно был где-то здесь неподалеку. «Что находится вон там?» – показал я рукой, куда указывала стрелка. «Там зал медитации, где мы освобождаемся от всех земных мыслей, растворяясь в бесконечности, тем самым становясь ближе к нашей богине. После зала медитации с просветленным разумом уже идем к алтарю». Пока она это проговаривала, мы уже подошли к этому самому залу медитации. Я заглянул, но заходить не стал. Это было не здесь. Стрелка компаса звала обратно, в коридор. Мы продолжили идти. Чтобы как-то разнообразить наше молчаливое шествие, я решился немного порасспрашивать ведунью. «Вы отличаетесь от здешних жителей герцогства. Откуда вы, если не секрет?» «Секрета тут нет. Наш народ из Сатиптровия, что значит истинная земля. Пришла империя Чи, которая поглощала встретившиеся ей на пути народности и земли. Поглотила и наш народ. Теперь он часть империи. Вернее, те, кто выжил и согласился стать ее частью, предав наследие предков. Мы – потомки тех, кто сбежал, бросив свои дома и храмы. Бежали долго, не одно поколение, через различные моря и земли, пока не оказались в этих краях. Тогдашний местный правитель вошел в положение и разрешил купить землю под храм. Теперь здесь и живем. А никто вас не беспокоит? Те же гоблины?» «Гоблинов здесь мы не видели. Они в западных провинциях здешнего герцогства промышляют. Все тут было относительно спокойно, пока вот гражданская война между наследниками старого герцога не случилась. Но слава богине Ехни, все уже закончилось. Теперь только местные крестьяне время от времени, особенно после неурожая или лесного пожара, как всегда во всем будут винить и жаловаться на нас властям». Она скривила нижнюю губу. «Хотя мы скоро перестанем быть для них темой для пересудов и виновниками их проблем», – еле слышно добавила она. «Вы что-то сказали?» – переспросил я. Мне ничего не ответили. «Нам дальше куда?» – немного погодя спросила ведунья, когда коридор разделился на 3 направления, кивнув головой на мой компас. Она поняла, что я планирую наше передвижение, руководствуясь этим предметом. «Слева по коридору зал для тренировок, где мы укрепляем наши тела. В здоровом теле здоровый дух. Если продолжить идти дальше по нему, там один из выходов храма и уже открытая площадка для тренировок, где мы занимаемся в хорошую погоду. Затем идут жилые дома наших братьев и сестер. Справа наши учебные классы, библиотека и еще один выход на поле, на котором мы выращиваем продукты. Прямо помещение с алтарем, где мы молимся нашей богине. За ним столовая. Вроде бы все. А где ваша сокровищница? Или что-то типа того? Зачем тебе наша сокровищница, в которой все равно ничего нет?» Горько улыбнулась Инга. «Разве? А я вот смотрю и вижу перед собой самую главную здешнюю драгоценность». «Почему только здешнюю?» Игриво подколола меня ведунья. «Ладно, пошли. Интересующая тебя вещь в помещении с алтарем». «Что, правда, что ли?» Мне опять не ответили. Ведунья пошла дальше вперед по коридору. Я вслед за ней. Не заходя в молитвенный зал, ведунья остановилась на пороге. Из-за ее плеча я увидел алтарь,
лежащие на нем фрукты и овощи, а также статую за алтарем. Статуя была вырезана из дерева в натуральный рост, с изображением обычной, довольно симпатичной женщины лет 25, наполовину тела. Нижняя часть тела была туловищем змеи. Из-за легкого колебания света свечей, падающего на чешуйки, казалось, что змеиная часть тела живая и движется. Скорее всего, это и была богиня Йехна. Взглянув на поисковик артефактов, стрелка, налившись в темно-синий цвет, указывала на статую. В голове забилась мысль: мне ее не отдадут. Всем своим монастырем лягут, но не отдадут. Прям представил картину, как люди герцога штурмуют храм, как горит его крыша, как падает последний защитник богини. Но мне уже будет все равно. Уже здесь и сейчас буду лежать забитый палками. Да и отбирать последнее утешение и смысл жизни у людей, которых отняли родину, у людей с незавидным настоящим и неясным будущим, не очень. За мной молча наблюдала ведунья. Статую вырезал один талантливый скульптор, отец нынешнего настоятеля. В храме много чего сделано его руками. Наш народ славился своими умельцами по дереву. Сейчас людей нет и ремесленников тоже. Вскоре и вовсе никого не будет. Рок тяготеет над нашим племенем. Но не все вещи из здешних мест. Вот, посмотри. Инга подошла к статуе, показывая на что-то рукой. Обзору мешал алтарь, который стоял впереди статуи. Обогнул его и увидел множество стоящих у хвоста статуи небольших статуэток с изображением все той же богини. Наклонившись, ведунья взяла в руки одну из них. Скульптор вырезал статую по этой фигурке, одной из немногих вещей, что смогли забрать с нашей родины. Кстати, это моя статуэтка. Она передается по женской линии в нашем семействе с незапамятных времен. Задумчиво водя фигуркой с изображением богини по компасу, проговорила ведунья, глядя, как стрелка компаса бегает за ее статуэткой. «Я отдам ее тебе». «Ты уверена?» «Для нас это прошлое. Мы прошлое, а тебе пригодится. Приедешь ровно через 24 дня. Это как раз будет на следующий день после нашего великого праздника, когда мы празднуем первое явление нашей богини нашим предкам. Выполнишь просьбу, и тогда моя статуэтка и кое-что еще будет принадлежать тебе». Инга игриво улыбнулась, прикоснувшись своей ладонью к моему доспеху в районе груди. Благо на мне был шлем, и она не видела мою непроизвольно расползающуюся, самодовольную, предвкушающую улыбку. Я снова сидел в удобном кресле в кабинете настоятеля. «Наша ведунья говорит, что вы нашли то, что искали», – проговорил старый настоятель. «Да, даже больше. Герцог будет крайне доволен». «Чему? Статуэтке нашей богини? Зачем герцогу она вообще понадобилась?» «Без понятия. Меня в эти детали не посвящали. Я лишь выполняю поручения. Может, он решил сделать богиню Йехну своей покровительницей?» Старик-настоятель непроизвольно улыбнулся и, встав из-за стола, подошел к стеллажу с книгами. «Что-то я сомневаюсь в этом. Взять в покровительницу ту, которую сами боги стараются не замечать. Ту, чей народ, точнее его остатки, влачит жалкое существование. Зачем ему такая покровительница? Да, может, зря наши предки бежали. Их никто не гнал. Влились бы в империю, как большинство, и поклонялись бы великому небу». Старик замолчал. Складывалось впечатление, что последнюю часть речи он говорил не мне, а себе. Да и вообще, как я подметил, здесь было в порядке вещей начинать разговор с одним собеседником, а заканчивать с другим, незрячим или самим собой. Настроение у меня начало улетучиваться. «Ну, пожалуй, я пойду. Дела, понимаете ли. Вернусь к вам через 24 дня, как раз на следующий день после вашего главного праздника, за статуэткой». «Это вам так Инга сказала сделать?» – поинтересовался настоятель. «Совершенно верно». «Что у этой девчонки в голове творится, одним богам ведомо. Вы извините ее, сумасбродная она у нас. В основном тихая, но бывает выкинет что-нибудь эдакое. Почему сразу статуэтку не отдала? Шутка ли гонять человека-герцога туда-сюда? Давайте я вам сам статуэтку дам, любую,
на ваш выбор». «Нет-нет, мне нужна именно та, которая принадлежит вашей ведунье». «А в чем разница? Она, наверное, вам голову заморочила. Но если у вас есть желание ездить туда-сюда, то дело ваше. И, кстати, если собираетесь приехать вскоре после праздника, то почему бы вам не приехать на сам праздник?» «Но мне сказали на следующий день», – неуверенно ответил я. «Глупости», – оборвал меня старик-настоятель. «Приезжайте на сам праздник, а уж статуэтку она вам, если ей так хочется, пускай на следующий день отдаст. Повторюсь, со странностями она. Наши ведуньи являются также и жрицами богини Ехны. Богиня частично приоткрывает завесы будущего или покровы прошлого для ведуньи, а та, складывая пазлы из увиденного, передает нам, а мы уже выискиваем смысл того, что нам хотели донести. Если ведунья от природы талантливая, как, например, была прабабка Инги, то ее видения не нуждаются в долгих разбирательствах и толкований. С ее помощью остатки народа, после того, как покинули родину, обосновались здесь. Она привела нас сюда. Способность к ведовству есть только у одного семейства и передается от матери к дочери. Их предки были первыми людьми, узревшую богиню Ехну и преклонившимися перед нею. Таков был дар от богини. Нынешняя ведунья лишена талантов в своих способностях и благосклонности богини, потому что ее видение не в силах объяснить ни она сама, ни мы. Уже оставили всякие попытки искать хоть какой-то смысл в ее видениях. Хотя в детском возрасте она подавала очень неплохие надежды. Думали даже, что она превзойдет свою знаменитую прабабку, что ее способности сравнятся чуть ли не со способностями первых жриц, ведуньи прошлого. Но потом все резко прекратилось. Способность исчезла. Ведунья перестала видеть. Старик-настоятель со вздохом опустился на кресло. И выходить замуж не хочет. У нее нет детей, нет дочерей, той, кто стала бы следующей нашей ведуньей. Инга последняя из рода ведуньи и жриц богини. Пытался надавить на нее, а она пригрозила, что с крыши храма спрыгнет и возмездием от богини. Ну что я могу сделать? Настоятель безнадежно повел плечами. Ладно, не будем о грустном. Жду вас у нас на празднике. Бросив последний взгляд на обкопанное со всех сторон огромное исполинское дерево, к которому меня привел мой зачарованный поисковик артефактов, сел на коня. Артефактом не было дерева. Стрелка компаса крутилась вокруг него как сумасшедшая, но не останавливалась, словно примагниченная, как при взаимодействии с каким-либо артефактом. Но все равно поисковик артефактов явственно показывал, что искомая вещь, если это вещь, где-то здесь. Но где? Залезал наверх дерева, насколько мог, обходил его вокруг, опускался в вырытые вокруг ямы. Цвет стрелки поисковика нигде не менялся. Стрелка была синим цветом и везде одинаково крутилась вокруг своей оси вокруг дерева. Где был этот божественный артефакт? Вверху, внизу, в самом дереве? Может, он, она или оно вообще невидимое глазу и неосязаемое? В общем, сплошные вопросы без ответов. Ход мыслей нарушил копошившийся в одной из ям мой мертвый помощник. Наверное, опять себе что-нибудь сломал, подумалось мне. Выезжая из замка за очередным артефактом, прихватил с собой лопату, так как уже имел опыт ковыряния земли мечом. Также оставил одного мертвеца в мире мертвых. Зачем делать работу самому, если можно переложить ее на другого? В общем, как опытный искатель божественных артефактов, полностью подготовившись, приехал на предполагаемое место нахождения того самого артефакта. Облазив дерево, к которому меня привел зачарованный компас, ничего больше не придумал, как копать. Призвал мертвеца и, вручив ему лопату, дал указание рыть вокруг дерева. Мертвец копал без перерывов, без устали. Я ходил вокруг дерева с зачарованным компасом в руках, в надежде что-нибудь нащупать. Сначала, где-то в середине ночи, сломалась лопата. Мертвец черенком продолжал ковырять землю. Затем, где-то в полдень следующего дня, правая рука мертвеца повисла плетью и перестала функционировать. Он продолжил рыть землю одной рукой. Черенок от лопаты, как и свои пальцы к этому времени, он уже куда-то дел. В общем, отличный помощник, только уж больно усердный.
Посмотрел на копошащего в яме всего поломанного мертвеца, который копал, ну или пытался копать, наверное, уже ногами. Ну куда теперь этот огрызок? «Ты свободен от служения мне», – обратился к мертвецу. Мертвец в яме затих. А ведь он когда-то человеком был, судя по остаткам его одежды и доспехам, воин проигравшего младшего брата герцога Клантона. Слез с коня и начал спихивать сверху землю на мертвеца. Дальше продолжать искать здесь артефакт не имело смысла. К тому же подходило время, когда мне надо было заехать в храм за статуэткой к тамошней ведунье. Может быть, у нее и ее статуэтки получится поднять мне настроение, упавшее после этого безрезультативного поиска. С этими мыслями, как только земля полностью скрыла мертвеца, вновь залез на коня. Тщательно взвесив предложение унылого старика и симпатичной ведуньи, заскочить в храм решил все же на следующий день после праздника, а не в сам праздник. В назначенный ведуньей день поставил замок в 10 минутах езды от храма и начал собираться. «Чем это пахнет?» – подозрительно спросила Дорот, водя носиком по воздуху. «Не знаю». Ландыши? Это что, одеколон? Так вот, зачем ты забегал в лавку алхимика, когда мы были в городе?» «Отстань, я собираюсь, могу что-нибудь забыть из-за тебя». «Я с тобой поеду». «Как со мной? Зачем со мной?» «Надоело в замке торчать. К тому же ты говорил, что у них праздник вчера был. Может, что вкусненького осталось?» «Я привезу тебе вкусненького, если будет». «Ну да, ты привезешь. Опять сошлешься на непредвиденные обстоятельства. А вот себе ты вкусненькое явно заготовил». Опять понюхала воздух. «Так что я с тобой. Хочу побывать в том месте. Интересно посмотреть, что там и как. Другую культуру». Вот же зараза. Не слушая ее, думал я. Если и дальше буду упорствовать в нежелании брать ее с собой, то вызову еще больше словесного потока. Как приедем, всучу ее настоятелю храма. Хочет про другую культуру и религию узнать, будет ей все это. А сам с ведуньей постараюсь уединиться и раствориться в блаженном небытие. Где-нибудь в ее келье, или что там у нее. Ладно, собирайся, только не трынди, а то у меня от тебя голова начала болеть. В скором времени были уже у храма. Подъехали к воротам, которые были немного приоткрыты. Мне показалось это немного странным. «Какие рисунки! Это нечто! Ты только посмотри!» – восторженно проговорила Дорот, уставившись на ворота. «Ага, нечто, как и ты», – ответил я, слезая с лошади и осторожно подходя к воротам. «Какой необычный стиль!» Тем временем, заглянув за приоткрытые ворота, увидел мужчину, лежащего лицом вниз. Судя по его вытянутым рукам, упершихся в ворота. Это он пытался их открыть, но сил у него не хватило. Осмотрев лежащего, оценил его состояние как противоположное живому. Причем явственных насильственных причин его неживому состоянию не обнаружил. Магичка, заметив, что я рассматриваю что-то за воротами, сползла с лошади и подошла ко мне. Я открыл ворота, вытащил меч. Чуть подальше по коридору заметил еще одно тело. Подошли к нему. Также мужчина, также мертв. Немного поодаль от него лежало еще тело. За ним еще и еще. Чем дальше мы с магичкой углублялись внутрь храма, тем чаще стали натыкаться на тела людей. Причем лежали они в коридоре, ведущему к залу медитации. Передвигаясь от тела к телу, заглянули в тот самый зал. Там никого не было. Продолжили дальше свое шествие, обходя тела. Складывалось впечатление, что люди пытались выбраться из храма, но так и не сумели преодолеть коридор. Заглянули в помещение с алтарем и обнаружили там ведунью. Она стояла на коленях перед статуей, обхватив ее руками. Окликнул ее, затем подошел, попробовал разжать ее сжатые вокруг статуи руки и не смог. Они уже закостенели. Даже смерть не смогла разлучить ее со своей богиней. Решил оставить Ингу так. Заметил лежащую на алтаре статуэтку и исписанный листик бумаги под ней. «Спасибо, что приехал в назначенное время, как я и просила. Иначе я просто не смогла сделать то, что сделала, что нужно было сделать». С такими словами начинался текст этого листка. Он явно предназначался мне, и его написала Инга.
«Это та статуэтка, за которой мы приехали?» – поинтересовалась магичка, подозрительно косясь на ведунью, обнимавшую статую. «Да, она. Кстати, если ты думаешь, что это я все устроил из-за статуэтки, то это не так». «Нет, я так не думаю. Всего лишь около суток прошло после смерти всех этих людей. Ты в это время возле дерева крутился». «Ну, спасибо хоть на этом. А если бы ты не знала, чем я занимаюсь, то что? Могла бы подумать на меня? Нет бы сказала: нет, ты что, ты на такое не способен. И сколько раз говорить: хватит смотреть в шаре, чем я занимаюсь». «Ты не способен на такое», – потянувшись, выдохнула магичка. Похоже, мертвые люди совсем не нарушили ее спокойствие. «Ладно, пойду дальше посмотрю, что там и как. А ты пока прочитай, что там написано. Скорее всего, это тебе», – сказала Дорет, прозорливо кивнув на листок, что я держал в одной руке. В другой я держал статуэтку. Вышла из помещения и двинулась дальше по коридору. «Осторожнее, если что, кричи», – предупредил я ее, опуская глаза на следующие строки. «Я с детства видела видения, которыми щедро делилась со мной богиня Йехна. Причем так явственно и четко, что порою не знала, что из того перед глазами реальность, а что нет. Видения были разными. Прошлое, будущее, настоящее нашего мира. Все видения неизменно заканчивались одним. Это наш храм и мучительная смерть его обитателей, мужчин, женщин и детей. Эти кровавые сцены, что вставали у меня перед глазами раз за разом, и полное понимание того, что бы я ни предприняла, конец все равно будет одним, и он будет ужасным, сломили меня. Я перестала делиться своими видениями, зачастую выдумывала их, когда от меня требовали поделиться тем, что я вижу. Старалась избегать видений. Да простит меня богиня Йехна за то, что я так поступила с ее дарами. Когда в конце концов до меня не дошло, что это видение не просто так раз за разом посылается мне, а нас подталкивают к тому, чтобы мы сами выбрали, как попрощаться с этим миром. Его можно покинуть и более безболезненным способом, чем то, что ожидало нас в моих видениях. Я знала, что лишь немногие прислушаются к своей сумасбродной ведунье, что лишь немногие из этих немногих решатся добровольно попрощаться со своей жизнью с родными и близкими. Ведь пока жив человек, в нем живет и теплится надежда на лучшее. Но я знаю конечный итог для всех обитателей храма, и он один, и он ужасен, ибо злой рок тяготеет над всеми нами. Ненависть и презрение богов к богине Йехна распространилось и на ее народ, на все то, что дорого ей. Свой план я решил воплотить в великий праздник, когда богиня впервые явилась нашему народу. Все собрались в трапезной для совместного празднования. В еду и напитки я добавила сок змеиного дерева, названного так, потому что его сок подобен яду змеи. Это дерево растет лишь на материке, где была наша родина. Амфора этого сока хранилась и передавалась в нашей семье от поколения к поколению. Не знаю, зачем предки вывезли его, когда покидали свои дома. Может быть, уже знали что-то. Может быть. Все ушли из жизни безболезненно. Большинство даже ничего и не поняли. Лишь некоторые, у кого был более устойчивый иммунитет и более крепкий организм, как правило мужчины, заподозрили неладное. Но и они не смогли выбраться дальше ворот. Удостоверившись в том, что никого больше не осталось, написала письмо тебе. Итак, просьба. Собери и отнеси наши тела в помещение с алтарем и статуей нашей богини, там, где сейчас нахожусь я. Это тебе по силам. У тебя есть помощники. Мертвые помогут мертвым. Затем сожги наши тела вместе с храмом. В знак благодарности, как и обещала, тебе подарок. В конце письма указаны места в нашем мире, в которых находятся интересующие тебя предметы. Если быть более точной, осязаемые предметы, которые можно потрогать руками, и возможность заполучить и отвезти в свой замок. И, конечно же, моя статуэтка и благословение богини Йехны. Прощай, путешественник, и удачи найти свой дом. Постскриптум. Я бы предостерегла твою спутницу от здешних вкусняшек. Я аж подскочил, крича во все горло, выбежал в коридор. «Не смей пихать себе в рот ничего!» С этими криками влетел в столовую. Передо мной предстала ужасающая картина.
Смерть бесшумно и нежданно, врасплох, настигла людей, сидевших на скамейках за праздничными столами. Кто-то так и остался сидеть, лицом уткнувшись в стол. Кто-то сполз со скамейки на пол. Мужчины, женщины, дети – все население храма было здесь. «Ты что раскричался?» – спросила Дорот, внимательно рассматривающая какое-то блюдо на столе. «Еда, напитки отравлены. Не вздумай ничего тащить себе в рот». И в мыслях не было. Гора трупов не располагает к аппетиту. Откуда знаешь, что еда отравлена? Из письма? Да, их жрица, ведунья, отравила всю еду и напитки. Так и знала, что ты связался с подозрительными личностями. Еще этот одеколон. Правильно, что с тобой поехала. Надо перенести все тела в помещение с алтарем. Это туда, где ненормальная в статую вцепилась? И зачем я тебе это говорю? Все равно перетаскивать не ты будешь. Так, я пока что буду занят здесь. Можешь возвращаться в замок. Я тоже пока здесь останусь, осмотрюсь. Только не говори, что культурой и религией интересоваться будешь. А почему нет? Да, кстати, ты за своими мертвецами в замок сейчас поедешь? Да. Перемести замок как можно ближе к храму. Зачем? Чтобы можно было сразу, после того, как ты закончишь здесь свои дела, перебраться в замок. Будет уже, наверное, поздно, и если будет еще не ночь, то придется скакать на лошади. Всего лишь 10 минут. Все равно неохота. Я планирую все здесь обойти. Без разницы, поставлю замок поближе. Только не выноси мне этим мозг. Спасибо, мой господин. Ой, иди уже, осматривайся. Все равно он должен сгореть, так что любуйся в первый и последний раз. Магичка скрылась в коридорах. Я же, оседлав коня, поскакал в замок. Поставить замок поближе была не такой уж плохой идеей. Можно будет задействовать всю рабочую силу, всех мертвецов, не думая об охране замка. Переместив замок к храму, вместе с мертвецами зашел в него. По дороге мертвецы собирали умерших и несли туда, куда я им показал. Из коридора вынырнула магичка. «Тут такое дело», – начала она. У меня непроизвольно зачесался подбородок. «Какое дело?» «Я обнаружила кое-какую документацию и гору книг, и подумала, что в них может быть интересующая нас информация». Подбородок зачесался еще сильнее. «Ты что-то конкретное нашла?» «Пока не ясно. Нужно перенести их в замок. Там я смогу разобраться, ведь мне не знаком их язык и письменность». «А в замке как ты разберешься? Сама же сказала, что не владеешь их языком». «В замке можно читать любой текст на любом языке, даже которого ты не знаешь. Я как-то взяла одну книгу из замка почитать, когда мы заезжали к трактирщику Ветцу. Так я ни слова не смогла прочесть, хотя до этого спокойно ее читала. А как только приехали обратно в замок, никаких проблем при чтении. Несколько раз выносила то одну, то другую книжку за пределы замка. Результат тот же. Книги в твоей библиотеке. Не знаю, откуда они и на каких вообще языках. Так что нужно отнести храмовые книги и документацию в замок, и там уже разобраться». «Почему не просветила меня насчет этого?» «Думала, ты знаешь». «Нет, не знал. В следующий раз делись своими умозаключениями. Да и вообще просвещай меня по тем или иным вопросам». «По каким?» «Ну, например, что за алхимический раствор Экскабара? И почему маги не носят металлические доспехи?» Алхимический раствор Экскабара – это антимагическая субстанция. Чем качественнее оно изготовлено, тем больше может поглотить, нейтрализовать окружающую магию. Настоящее проклятие для магов. Экскабар был настоящим гением. Сталь плохо, даже негативно влияет на процесс сотворения магии. Плохая проводимость и искажение волн. Что-то еще? Даже не знаю. Ну, наверное, все. Тогда дай мне одного своего мертвеца в помощь. Ага, хорошо. Забрав одного мертвеца с собой, магичка опять исчезла в глубинах коридора. Мертвецы тем временем, пока у нас с магичкой шла просветительская беседа, перетаскивали тела и штабелями складывали их в помещении с алтарем. Не прошло и 20 минут, как появилась опять магичка и потребовала еще 2 мертвецов. Похоже, она всю храмовую библиотеку решила перенести. Но я только мог порадоваться ее рвению, поэтому дал 3. Спустя какое-то время опять появилась она.
Я тем временем искал, чем накрыть покойников. «Мне нужны еще помощники». «Неужели столько документации и книг?» – удивился я. «Да, очень много. К тому же обнаружила несколько полезных вещей». «Ну ладно, забирай еще». Оставшиеся у меня в наличии мертвецы дотаскивали последние тела. Если бы магичка не забрала половину моих мертвяков, давно бы уже управились здесь, думал я, накрывая умерших жителей храма. Только вспомнил про нее, и вот она. «Ты тут все?» «Ну да, всех перенесли». «Хорошо, тогда я всех твоих мертвецов забираю, если они тебе не нужны». «Пока не нужны. Но тебе зачем столько?» «Надо. Отдай распоряжение, чтобы следовали за мной». Приказав мертвецам следовать указаниям магички, почесывая подбородок, поплелся вслед за ними. Меня терзало смутное ощущение, которое в скором времени переросло в подозрение, когда мимо меня прошел мертвяк, несший какую-то утварь. За ним еще один и еще. Мертвецы, растянувшись вереницей, безостановочно таскали вещи из храма к замку. Мои подозрения переросли в уверенность. Магичка мародерствовала. «Это как понимать?» – спросил я магичку, подойдя к ней. «Мертвецам эти вещи все равно уже не нужны. Тем более ты собираешься сжечь тут все. Так что решила забрать несколько вещей с собой. Кстати, обнаружила парочку зачарованных вещей, довольно мощных». «Это ты называешь несколько вещей?» – спросил я, указывая на непрерывно таскающих вещи вереницу мертвецов. «Ты ничего не понимаешь», – отмахнулась от меня магичка. Грабеж храма, то есть спасение культурного наследия ценных и не очень вещей от языков пламени, продолжался еще какое-то время. Я решил остановить все это, когда Дорет с одним из мертвецов из замка не подошли к статуе богини и обнимавшей ее ведуньи. Подошел к ним как раз вовремя. Дорет давала распоряжение отцепить ведунью от статуи. Я отменил приказ. Магичка начала конючить, что статую можно задвинуть за приличные деньги, и она даже знает кому, или можно поставить в замке. Пора было прекращать все это. Мертвецы с факелами начали ходить по храму и поджигать его в разных местах. Я стоял на стене замка и смотрел, как огонь охватывает храм, как он исчезает в стене пламени, как исчезают остатки забытого народа со своей забытой богиней. Хотел что-то сказать магичке, но она всецело была поглощена изучением культуры сгинувшего народа, копошась в вещах этого народа, сложенные мертвыми помощниками во дворе замка. Не стал ее отвлекать. Поздним вечером сидели за столом, ужинали. Дорет читала книгу. «Что читаешь?» – поинтересовался я. «Книгу из храма». «Про что пишут?» «Про то, как бог Ганаяш, мудрый змей, принял облик бога Евзуаса, великое небо, и в его отсутствие переспал с его женой богиней Ирис, яркая звезда. Отсюда и появилась богиня Йехна. Но ни родители, ни остальные боги не приняли Йехну, вынудили покинуть сон богов, наказав жить в пустыне Калахт». «Да, веселая история. Ох уж эти змеи. Как только стоит где-нибудь засветиться ихнему хвосту, то там начинаются проблемы, и кого-то выгоняют с тепленького райского местечка». Потягиваясь, протянул я, вставая из-за стола.